Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и мой вопрос таков. Как развивать страну в будущем, если количество бюджетных мест сокращается, а стоимость на обучение, конечно же, возрастает? Эта девочка, наверное, проплакала всю ночь. Хорошая, умная девочка по имени Анастасия. Она и учится в школе для одаренных детей. Подготовилась. Как-никак президент России приехал к ним в школу. Придумала хороший вопрос. И ответ на него интересует и всех нас. Но не знала она одного, что президент Российской Федерации Владимир Путин нагло и беззастенчиво врет на каждой своей пресс-конференции. Врет, отвечая почти на каждый вопрос. Врет уже 18 лет и сделал ложь главным инструментом своей политики. Естественно, в этом случае тоже нагло соврал, глядя в лицо Анастасии и всем остальным школьникам, которых он, как я понимаю, приехал агитировать, чтобы они поменьше смотрели различные оппозиционные каналы на YouTube. Как развивать страну в будущем, если количество бюджетных мест сокращается, а стоимость на обучение, конечно же, возрастает? Количество бюджетных мест не сокращается. Статистика даже есть. Нет. Количество бюджетных мест увеличивается. Количество бюджетных мест не сокращается, количество бюджетных мест увеличивается. Но ведь нам очень легко проверить эти цифры, верно? Нет. И для этого мы с вами будем использовать только официальные данные Росстата и Министерства образования. Посмотрим сначала на количество бюджетных мест для первокурсников, то есть новых бюджетных мест. В 2000 году, когда Владимир Путин пришел к власти, их было почти 587 тысяч. Сейчас, в 2017 году, планируется 530 тысяч. То есть факт номер один. За время правления Путина количество бюджетных мест для поступающих в вузы сократилось на 10%. Теперь посмотрим, сколько всего студентов учатся в России на бюджетных местах. То есть не только первокурсников, а вообще всех. В 2000 году, когда Путин стал президентом, их было 2 миллиона 802 тысячи человек. Потом случился вот этот вот грустный график, и в 2016 году, это последний год, за который есть статистика, их остался 1 миллион 908 тысяч человек. То есть факт номер два. За время правления Путина студентов-бюджетников стало почти на 1 миллион человек меньше. Падение 32%. И я уверен, знаете, я уверен, что и Анастасия знала эти цифры. Ну ведь их несложно найти. Именно поэтому мы слышим там такую ее попытку возразить. Но ведь есть же официальная статистика. Статистика даже есть. Нет. Но, Анастасия, там вопросом про статистику никого не смутишь и к стене не припрешь. Вы имеете дело с человеком, который врет, что у нас растет уровень жизни, хотя уровень жизни падает. Мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальной заработной платы. Который врет, что у нас нет цензуры, хотя каждый в стране знает, что она есть. Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере. Который говорит, что в России идет борьба с коррупцией, хотя сам при этом является главным коррупционером в стране. Нет. Поэтому, увы, Анастасия, ответ на ваш вопрос пока звучит грустно. Как развивать страну в будущем, если количество бюджетных мест сокращается? Да не будет развиваться страна в будущем с этой властью. Здесь нельзя будет ни нормально учиться, ни нормально работать, ни получать достойную зарплату. Да что там говорить? Посмотрите, кто самый-самый главный. Вот в этой школе для одаренных детей, где произошел замечательный диалог. Сергей Ралдугин, друг детства Владимира Путина. Он виолончелист, он музыкант. Никаких уж огромных денег заработать за всю свою жизнь он не мог. Но тем не менее, через счета его панамских офшорных компаний прошли 2 миллиарда долларов, которые они с Владимиром Путиным, давайте назовем вещи своими именами, просто украли и получили в виде взяток. Этот факт вскрылся в ходе международного расследования. И произошло что? Произошло ничего. Так что для того, чтобы было развитие, нужно бороться с этими людьми всеми методами. От митингов до выборов, от видеороликов до листовок. Когда мы с вами вместе выгоним из Кремля вот этих вот воров и лжецов,
Тогда у страны появятся какие-то перспективы. Вы можете помочь мне, если поставите подпись за мое выдвижение, если поддержите мою кампанию денежным пожертвованием, все ссылки в описании, ну или просто помогите распространить этот ролик. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Количество бюджетных мест увеличивается.